В преддверии 8 марта я поздравляю всех прекрасных богинь и желаю вам цвести и пахнуть, а также помнить, что вы – это самое лучшее, что есть на нашей планете. Любите себя, яркие солнышки, и сияйте. Топ игровых мальчиков был, а теперь самое интересное – топ лучших игровых девочек, роковых красавиц, сердцеедок и просто шикарных солнышек всей игровой индустрии. Элли из The Last of Us открывает этот чудесный топ, и находится она на последнем месте, потому что эта очаровательная девчушка не вызывала лично у меня каких-то сильных эмоций. Однако ее боль во второй части мне, конечно же, понятна и близка. Элли не горячая, сексуальная, пышногрудая красотка. Это обычная девочка, которая может бояться, но в самые важные моменты она берет себя в руки и делает то, что нужно делать. Мало того, что она смогла дойти до конца своего путешествия, так и в итоге, в конце второй части, мы понимаем, что она начала новую страницу своей истории, и кто знает, может быть, она все-таки сможет спасти мир. Кассандра – горячая главная героиня из Assassin's Creed Odyssey, если вы выбираете женского персонажа. Она действительно выдвинута на передний план даже студией, потому что именно с ней катсцены продвигались с особым усердием. Если вы не играли за Кассандру и вообще в Одиссею, то пропустили много интересного, и особенно ее пылкий нрав и горячее сердце, а также стойкость в бою и непоколебимую волю. Кассандра – выбор сильных мужчин, а Алексиос – выбор горячих богинь. Фрея из God of War 18 года и Рагнарёк. Потрясающая, смелая, с добрым сердцем и с умением прощать. Как женщина я, конечно же, могу ее понять, учитывая, что ты родила сына, и каким бы он ни был, ты любишь его и готова сделать все, что угодно, даже пойти на собственную смерть, лишь бы сердце твоего чада успокоилось. Несмотря на такую утрату, она все-таки смогла объединиться с Кратосом против Одина и свести с ним свои счеты. Фрея – прекрасный пример доблести и отваги, а также она красивая. Несмотря на то, что она как персонаж не проявляется в ярко выраженных сексуальных образах, ее красота, безусловно, а ее мудрость и доброе сердце притягивают нас еще сильнее. Фриду я ненавижу, но я не могу не отметить ее пылкий нрав и мерзкую косу. Эта женщина с борщеваром заставили меня попотеть, и именно бой с Фридой для меня стал одним из лучших за всю историю прохождения Souls-like проектов. Фрида верная своему отцу, и она всего лишь защищала этот мир от чужих, непрошенных гостей, и бой с ней — это настоящий танец, который нельзя не запомнить. Она кружится в воздухе, словно юла, ее коса нежно приобнимает тебя, и резким движением твое сердце разрезается на множество маленьких осколков. Поистине, это искусство, не правда ли? По такому же принципу, но только более лучше, сделана Мария из Bloodborne. Это не просто танец, это агония души, пылкая страсть и небывалый ужас. История Марии огромна и потрясающая. Она вместе с остальными первыми охотниками убила коз. Это великое. Мария проводила исследовательские эксперименты, и ни одни из них не привели к нужному результату. Именно она послужила прототипом для куклы во сне Германа, который любил Марию и которая уже никогда не вернется к нему, как и Герман никогда не сможет вернуться к ней. И теперь их разделяют кошмарные сны и переход от одного сна к другому для обоих под запретом. Мария – красивая, величественная женщина игровой индустрии, которая покажет тебе, что такое боль. Пронзая себя окровавленным оружием, она завершит свое дело до конца. Рени – лучшая девочка Элден Рин у большинства мальчиков, которую я терпеть не могу, но не отметить ее хитрость и невероятную красоту я тоже не могу. Рени смогла придумать, организовать и продолжать контролировать сложившуюся ситуацию в мире Элден Рин. Она смогла не только подстроить свою смерть, а также вернуть себе тело снова, благодаря нам. Поразительный ум и коварная хитрость заставляют меня относиться к такой даме с огромным почтением. В отличие от Марики, которая была более эмоциональной и пошла на рожон, Рени же сделала все тихо и без шума. Относительно, конечно, но все же. А ее красота заставляет забыть все в этом мире. Несмотря на ее трупную синючесть, еще никто не смог оторвать от Рени взгляд. А ее блеск в глазах дает тебе надежду на то, что именно ты станешь ее любимкой и возляжешь вместе с ней.
Юкиона из Нио. Если вы не знаете, кто такая Юкиона, то вы очень многое пропустили. Причем так смешно на самом деле. Я застряла на ней в 2020 году и не играла где-то год. Проходит год, я нахожу ружье и просто с дальнего расстояния стреляю по ней и все. В итоге убила ее за считанные минуты, но до ружья она была нереально сложная за счет своей скорости. Юкиона — это воскресшая принцесса, которая скорбит по своему умершему мужу и пытается защитить хотя бы себя в этом ужасно холодном мире, который окутан мраком и смертью. Это невинное дитя, которое не может умереть, и путь в жизнь ей тоже закрыт. Она застряла между раем и адом, и теперь ей приходится страдать, пока красавчик Уильям не освободит эту холодную красотку из рук темного проклятия. Сейди Адлер не самый удачный пример кроткой приличной дамы, но зато отличный показательный образец смелости, верности и благоразумия. Сейди никогда не отличалась кроткостью, и благодаря тому, что она не была членом банды Дача Вандерлинды, а всего лишь ее гостем, Сейди смогла легко пойти против Дача и сбежать с Эбигейл, чтобы спасти ее и ее сына. Адлер потеряла своего любимого мужа, и вся ее любовь к кровопролитию получила разрешение на массовые убийства. Она с ярой жестокостью расправлялась со своими врагами, я бы даже сказала, получала определенное удовольствие от такой работы, как охота за головами. Да, эта работа кормила ее, и в то же время это очень и очень опасный вид деятельности, с которого ты можешь не вернуться, что, собственно, и преподносит нам Сейди как очень азартную женщину. Да, она любит рисковать, она красива, шикарна и дико сексуальна, а ее манера речи по-своему завораживает. Сейди Адлер — отличный пример, и ее стойкая хватка мне по душе. Доктор Лиара Тисони. Я проходила первый и второй Mass Effect и прекрасно знаю историю мира, и Лиара Тисони — это синяя, сексуальная и горячая женщина. Мне очень нравится. Она добрая, умная и достаточно отзывчивая. Лиара — лучшая девочка для Шепарда однозначно. С ней самая большая любовная линия и очень удачная. Она предана своему дорогому Шепарду, как никто другой, и ее страсть к этому мужчине или же к женщине заставит вас пустить слезу, ведь их любовь играет со смертью, страстью и всеми мазохистическими плюшками, которые мы так любим. Шанни — веселая, добрая и легкая в общении красотка из мира Ведьмака. Шанни — это такой милый ангелочек, который приходит на некоторое время, занимается с тобой любовью и снова возвращается к своей работе. Конечно же, свадьба — интересный квест, на котором мы заставили Шанни и улыбаться, и грустить. Но в конце концов все закончилось как обычно. Только не давайте ей вина, тогда все закончится очень грустно. Очень грустно. Шанни как глоток свежего воздуха, но в ней нет глубины. Это просто веселая девчушка, которая любит свою работу и иногда дает Геральту. В принципе, это все, но она красивая и добрая, а это плюс 10 карме. Мэри — любовь Артура Моргана, прекрасная, кроткая и в то же время готовая снова пожертвовать своим спокойствием и умолять Артура бросить все и уехать с ней. Спустя столько лет, столько событий, ее любовь к нему вечна, но его бандитская жизнь, к нашему большому сожалению, тоже была вечна. Мэри повела себя правильно, она не уничтожила свою жизнь и не страдала, как Эбигейл, и в то же время она не забыла свою силу юности и решила снова попытаться сделать шаг навстречу своему лучшему мужчине. Мэри была верна своему мужу до конца его дней, что делает ее добропорядочной женщиной в моих глазах. И теперь, дождавшись своей свободы, она снова расправила крылья, дабы увидеть своего любимого Артурчика рядом с собой. Какая же сложная женская доля. Любить всем сердцем человека, который никогда не выберет себя, а лучше умрет и будет добиваться любви своего папочки Дача вместо счастливой жизни с красавицей. Мэри — лучшая девочка РДР-2. Нингуан. А как вы думали, Нингуан – моя мечта. Я бы хотела сидеть с ней в ее апартаментах, смотреть ее красивые глаза и наслаждаться жизнью. Богатая красотка с характером, добрая и нежная для своих, и злая ведьма для врагов, при этом еще и сильная, веселая и божественно прекрасная Нингуан – это богинька моего сердца. Геншин создал идеальную девочку для меня. Если найдете такую в реальности, украдите, пожалуйста. Такой женщине хочется принести весь мир к ее ногам, ведь она так на тебя смотрит, и ее фигура – это прям бутон сексуальности.
Раз речь зашла о сексуальности, то тут нельзя не показать почти главную героиню топа – Байонета. Боже, я когда увидела Байонету, то поняла, что теперь никогда ее не забуду. Ее стройные ноги, невероятную силу и красоту. Ты не можешь оторвать взгляд от этой царицы, ведьмы, колдуньи и просто женщины, которая не имеет ни капельки страха, а ее навык боя поражает. Байонета – это не просто игра, это искусство, в котором вы наслаждаетесь каждым кадром и каждым шагом такой сексуальной женщины. Мечтаю пройти все 3 части, ведь и ради такой королевы можно перевернуть весь мир. Как бы я ни любила Байонету, но единственная лучшая, сексуальная, горячая и сильная властительница мира навсегда останется Йеннифер. Она та самая, которая пошла против всего мира, чтобы быть с Геральдом и спасти Цири, которая не боялась ложи и могла заворожить абсолютно любого мужчину своими божественными глазами. Ее скромная улыбка и нежный взгляд он обезоруживает наповал. Йеннифер – это поистине лучшее, что может случиться с вами. Она прекрасна во всех отношениях, и фигурой, и сердцем, и своими черными, длинными, роскошными волосами, а запах сирени и крыжовника запомнят все, кто знаком с книгами Сапковского. Она идеальная женщина во всех смыслах. Ее медленная походка, жесткий и в то же время ласковый голос и отношение к Геральду бесценно. Она может быть самой ласковой кошечкой, когда это нужно, и жесткой стервой, когда того требует время и место. Йеннифер знает, когда нужно отстоять себя, и при этом ее приоритеты крайне просты и понятны. Я всегда была за Йен. Лучшей женщины просто не бывает. Конечно же, в этот топ не вошли абсолютно все прекрасные леди игрового мира, а многих я даже не видела. Но ведь топ обновляется каждый год, так что в 2024 я порадую вас новыми красотками